Самая могущественная и жестокая преступная группировка в мире. Те, кого боятся все японцы, однако себя они считают хорошими парнями. Якудза. Кто они на самом деле? Откуда появились? Какие есть традиции и обычаи? Все это и многое-многое другое в сегодняшнем моем видео. Здорово, хлопцы! Привет, девчата! С вами Пых, белорус, живущий и работающий в Японии уже больше 10 лет. Добро пожаловать на мой канал, посвященный Японии, нашей жизни в Японии, меня и моей японской жены, и в принципе все, что касается Японии в той или иной степени. Если вы смотрите меня впервые, то отмечу, что у меня более критичный взгляд на ряд аспектов жизни в Японии, и я добавляю свою большую ложку дегтя в огромную бочку меда. Становление якудзы начинается в первой половине эпохи Эдо, и уже ко второй половине эпохи Эдо, это примерно 1800-е годы, закрепились определенные традиции и обычаи у якудзы. Сами якудзы себя так не называют и предпочитают более красивое имя, так называемое гококудан, что в переводе можно означать как организация, борющаяся за хорошее, за светлое будущее. В прямом смысле, если объяснять, то это защищать бедных и наказывать богатых и сильных. Понятное дело, что это никакие не японские Робин Гуды, это настоящая преступная группировка, причем отличающаяся очень жестокими манерами, очень жестоким поведением. Если говорить о японцах обычных, то многие называют не якудза, а сейчас принято говорить бурёкудан, что в переводе означает организованная преступная группировка. Среди якудзы есть также те, кто называет себя якудза, например, Орова якудза, тем самым, скажем так, акцентирует на то, что он является участником данной преступной группировки. Становление якудзы началось, как я уже сказал, в эпоху Эдо, и родоначальником якудзы являются маленькие преступные банды, организации, которые разделились на две основных ветви, это текия и бокута. Текия, как и бокута, это организации, которые являются изначально разорившиеся ронины, самураи, которые потеряли свое состояние и вынуждены были скитаться по всей стране, дабы найти способы существования. Есть большое различие между двумя данными группировками, так как текия – это изначально разбойники, которые впоследствии начали заниматься торговлей, причем торговали они далеко не качественным товаром, различными БАДами и так далее. То есть они собирали большое количество фургонов, запихивали туда в прямом смысле некачественный товар и блуждали по всем городам Японии, останавливаясь в больших городах и продавая некачественную продукцию. При этом именно у теки зародилось большое количество различных мошеннических схем по торговле. Впоследствии эти теки стали крышевать торговые лавки, затем торговые дома, и все больше и больше развивались. Забавно, что в то время правительство не просто закрывало глаза на действия теки, но и всячески их поддерживало, так как впоследствии теки очень разрослись, организация стала довольно-таки крупной, и правительству было выгодно использовать данную организацию в качестве контрольной силы. Что касаемо бокута, то это непосредственно те группировки, которые и внесли в якудзу многие их традиции и нравы, в частности, это и название якудза, это и татуировки, они же и еридзуми, это и отрубание фаланг пальца и так далее и тому подобное. Что касаемо бокута, это опять-таки разорившиеся ронины, которые скитались по стране, а мошенничество они не занимались, а занимались в обществе разбоем и рэкетом. Впоследствии они перешли в азартные игры и стали их контролировать, так называемые первые игорные дома, первые наподобие казино. И правительство очень часто с этим боролось, однако понимало, что это тоже большое количество дохода, которое попадает в казну, поэтому они старались с ними сотрудничать. Именно благодаря бокута в якудзу, в последующую якудзу, начали вливаться большое количество низших слоев населения Японии. Следует отметить, что в то время существовал так называемый борокумин, это низшая каста населения Японии, подобная низшим кастам в Индии, то есть неприкасаемым, которые, став неприкасаемыми, не могли уже вернуться к обычной жизни, и выбраться оттуда было сложно. При этом якудза предоставляла шанс хорошей жизни, то есть единственное место, где можно было почувствовать себя человеком и получить доступ к всем благам жизни. Как я уже сказал выше, именно благодаря бокута появилось название якудза. Якудза происходит от названия трех чисел. Это 8, 9 и 3, что в сумме дает 20 очков. Это самое неприятное сочетание очков в одной из карточных игр, которое практиковала бокута в своих азартных домах. 8 я, ку 9 и дза 3. Соответственно, получилось якудза. Если переводить в буквальном смысле, то это нежелательная, худшая вещь, и впоследствии это стало значением якудза ненужный человек, то есть брошенный человек, и якудза, непосредственно будущие члены якудза, стали использовать данное слово для обозначения себя.
Именно благодаря Бокута в Якутии появилась еще одна традиция – это нанесение иридзуми, но не татуировки. Следует понимать, что иридзуми и татуировка – это совершенно две разные вещи. Иридзуми довольно-таки болезненный процесс, боль сильнее, чем при нанесении татуировки, и процесс, который занимает довольно-таки долгое время. Изначально татуировки в Японии наносились для заключенных. Это различные татуировки на руках, да, там полоски, квадраты. Затем это также были татуировки на лбу, это точки, там название ину и так далее. То есть это были татуировки для обозначения заключенных, для обозначения тех, кто совершил то или иное преступление. Существует версия, что иридзуми начались наносить для того, чтобы скрыть данные тюремные татуировки, то есть данные полоски. Поэтому в основном сначала иридзуми наносились на руки, да, затем это с руки переходит на грудь, на спину и так далее. Если посмотреть по старым картинам, да, по старым фотографиям, то увидите, что есть различные вариации, да, нанесения татуировки. Но, как правило, зачастую закрываются именно руки, грудь, спина и ноги. Но есть и моменты, когда закрывается полностью все тело. Иридзуми имеет совершенно разные сюжеты. Это и тигр, это и дракон, это и Будда и так далее. При этом самым опасным считается нанесение изображения демона на спине, которое обозначает, что это довольно-таки опасный представитель клана Якудзы. Еще одна традиция, которая появилась в Якудзе благодаря Бокута, это отрубание фаланги пальцев. При этом очень часто я слышу о том, что фаланги пальцев отрубались именно те, кто пришли только в клан, то есть так называемый кобун, в знак уважения оябун. Это не так. Отрубание фаланги пальцев является наказанием за провинение перед кланом, в частности, да, в знак прощения для оябун. И при этом отрубается, чтобы не говорили, не первая фаланга пальцев, да, не до сюда, а именно до середины, то есть до второй фаланги пальцев. Как правило, начинается с мизинцев. Причем я почитал, поискал в интернете очень много, и я нашел, что, как правило, отрубается только мизинец. То есть следующая ошибка очень многим не прощалась и, как правило, заканчивалась уже смертью того, кто провинился. Еще одна традиция, которая принесла Бокута в Якудзе, это отношения оябун и кобун. Чтобы вы понимали, это старший товарищ, младший товарищ, то есть покровитель и подчиняющийся. Причем данные отношения очень сильно уважаются и чтятся. Это традиция якудзы. И за нарушение, как я уже сказал, идет отрубание фаланги пальца. Причем двух фаланги пальца. Чтобы вы не ошибались, да, не первая фаланга пальца, а отрубается до второй фаланги пальца. Почему отрубалось до второй фаланги пальца, я вам забыл сказать. Дело все в том, что без двух фаланг пальцев, мизинца, да, держать катану, тот же самый меч, который был у древних якудза, довольно-таки сложно, соответственно, усиливается понимание того, что без сородичей, да, без тех, с кем ты находишься в клане, тебе будет сложно. Соответственно, следующая ошибка уже не допускается и, естественно, она не прощается. По завершении эпохи Эдо Япония начала открывать свои границы западным странам, и в Японии началась гражданская война, которая привела к тому, что якудза постепенно начала усиливать свое влияние, так как страна, которая была измотана множеством революций, множеством войн, не было дела до каких-то бандитских группировок, и те воспользовались этим моментом и подмяли под себя большое количество различных сфер и бизнеса. В частности, якудзы даже строили дороги в Японии. С приближением 1917 года и социалистической революции в СССР, влиянием Ленина и так далее, которая постепенно двигалась в страной Японии, правительство Японии стало активно использовать и привлекать к правлению якудза, так как те были настроены довольно-таки националистично, есть это сейчас, чуть позже я об этом расскажу, и им было выгодно использовать такую силу для контроля населения. С приходом войны влияние якудза усилилось еще больше. Если изначально они промышляли в основном разбоем и азартными играми, то сюда начала добавляться и проституция, и также торговля наркотиками. Следует отметить, что проституция изначально была выгодна, так как обслуживались японские солдаты, затем пришедшие американские солдаты. А вот что касаемо наркотиков, то очень много было так называемых амфетаминов, которые есть в Японии и сейчас. Если говорить о современной Японии, то количество амфетаминов, которые гуляют сейчас по стране, оно кошмарное, и купить их довольно-таки просто. Это, как правило, есть отголоски того времени. Если кто не знал, даже во время войны многие летчики получали амфетамины, причем это было нормой.
После окончания Второй мировой войны якудза очень сильно увеличила свою численность. Если в 50-х годах было порядка 100 тысяч человек, то уже к 60-м годам их стало порядка 250 тысяч. Правительство Японии всерьез обеспокоилось ростом численности якудза и стало все больше и больше их контролировать, все больше арестовывать. Поэтому надвигающаяся Олимпиада привела к тому, что количество якудза уменьшилось почти в 2 раза, то есть опять-таки те, кто увеличились, их убрали, но это только маленькие группировки, маленькие кланы, которые промышляли в основном разбоем и азартными играми. Те же самые проституция и торговля наркотиком. Большие, огромные кланы, которые уже к тому моменту адаптировались и проникли в большие части сфер жизни японского общества, это и политика, и бизнес, они выдержали и остались на плаву. На данный момент в Японии осталось 5 крупных кланов якудза, о них я расскажу вам чуть позже. 60-70-е годы привели к тому, что количество якудзы стало очень сильно сокращаться и привело к тому, что появилось большое количество, кстати, забавно, да, большое количество фильмов о якудзе, где якудза играют роль хорошего парня, да, что было изначально, то есть, да, говорилось в эпоху Эда: мы хорошие парни, мы защищаем бедных и слабых. Естественно, это не так, это романтизированный образ якудза, и многим это действительно нравилось. В 80-е годы в Японии начало появляться большое количество мелких банд, мелких гопников, скажем так, да, так называемое фурё, и появилось большое количество женских банд. Объяснялось это тем, что японские девушки и женщины перестали смириться с ролью домохозяйки, и им хотелось больше свободы. Появилось реально большое количество женских банд, которые промышляли и разбоями, и нападениями, и даже в некоторых случаях махинациями. В 90-е годы японское правительство продолжало работать над сокращением численности якудза, и им это с горем пополам удалось. Многие якудза либо начали скрывать свою принадлежность к клану, либо стали уходить из якудзы. В частности, если верить источникам, то для того, чтобы выйти из клана, нужно было опять-таки отрезать 2 фаланги пальца, мизинец. Поэтому, если уходил из якудзы, то в последующем обращались, да, к пластическим хирургам, к протезологам, то есть тем самым скрывая то, что нет пальца. Наблюдалось это и ранее, в 50-60-х годах, когда боролись, да, с якудза с растущей численностью, но на сегодняшний момент это все чаще и чаще. Показать то, что ты находишься в якудзе, было нежелательно. Это также касается и иридзуми. Сегодняшние клановые боссы, да, боссы кланов, они многие не имеют татуировки вообще, нет иридзуми. Это объясняется тем, чтобы не показывать принадлежность к клану, и у многих просто нежелание носить на тело иридзуми. Хотя, например, если говорить о ветеранах кланов, то многие считают, что это неприемлемо. Если ты якудза, то ты должен носить иридзуми, ты должен носить на тело знак отличия от других членов общества. На данный момент правительство Японии, полиция Японии очень четко контролирует численность якудза. Они знают практически всех членов банды якудза, кланов якудза по именам. И если я не ошибаюсь, то на данный момент порядка 35-38 тысяч всего по всей Японии это количество якудза. Они разделены на 5 основных кланов. Первый и самый большой это Ямагучи-гуми. Там насчитывается порядка 15-18 тысяч человек. То есть довольно-таки самый большой, самый влиятельный. Они распространены по всей территории Японии и являются самым влиятельным кланом из всех 5. Второй это Кобе Ямагучи-гуми. Клан, который отделился от Ямагучи-гуми и выбрал своего нового лидера. Далее токийский клан Сумиёши-кай. Это клан, который не такой большой, но отличается тем, что они занимаются практически всеми видами криминальной деятельности, в частности, торговля органами и торговля людьми. Еще один небольшой клан Инагава-кай, который отличается своими нацистскими взглядами и не любит иностранцев. В частности, если просто говорить, то это Япония для японцев. И последний, самый маленький, наверное, клан, это Кудокай, который отличается своей жестокостью и резкостью в действиях. Один из самых, скажем так, агрессивных кланов из 5. Дорогие друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на меня и не забывайте жать колокольчик. В последнее время многие пишут о том, что уведомления о новом видео не приходят, поэтому проверяйте, нажали вы колокольчик или нет. Рекомендуйте мой канал своим друзьям, близким и знакомым. Приходите и смотрите. Я обещаю, что буду делать видео все чаще и чаще, будет все интересней и интересней. Напоминаю, что у меня цель до Нового года набрать 20 тысяч подписчиков, и я верю, что вы можете мне в этом помочь. Приходите, смотрите и подписывайтесь на мой канал. На сегодня все. Желаю вам удачи, не болейте, будьте здоровы. С вами был Пых. До скорых встреч. Пока.